Сербили, чуть более 2000 жителей. И снова здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики и просто случайные гости моего канала. Сегодня мы с вами вспомним осень 2022 года и посетим город и страну Люксембург. Мы проехали над рекой Зауэр, вот она нулевая отметка. Перед нами территория Великого Герцогства. Люксембург, или официально Великое Герцогство Люксембург, это государство, расположенное в Западной Европе, оно граничит с Бельгией, Германией и Францией, имеет выхода к морю. Великим военным инженером, маршалом. Розоватые фасады, несколько зданий. Это Европейский арбитражный суд. Рядом с ним стеклянные пластины украшают металлические конструкции. Европейский счетный двор. За ним в глубине арочная конструкция. Крыша. Крышу видим только. Это резиденция Европейского инвестиционного банка. И тут же Европейский Центробанк. Вот эти резиденции, суд, два европейских основных банка, они не переезжают в Брюссель, они круглый год здесь работают. Протекает речушка Альзетта. Мы были в Люксембурге на автобусной экскурсии. Как вы уже успели заметить, на улице идет дождь, но этот дождь не помешал нам насладиться этим маленьким, но очень красивым и интересным государством. Общая площадь Люксембурга составляет всего 2586,4 квадратного километра, что делает его вторым после Мальты самым маленьким государством Европейского Союза. Люксембург – многонациональное государство. Тут по состоянию на 1 января 2023 года население составляло 660 809 человек, и из них 52,5% люксембуржцы, а остальные – это иммигранты. Но за этими современными домами исторический центр, центр плато. Мы же находимся на плато, переброшенные через долину не Альзетта, а Петрусы, вообще других мостов, связывавших центральное плато с соседним, не было. Мост имени Адольфа, первый из этого ряда мостов. Вот он. Выезжаем на мост имени Адольфа. За мостом слева дворец со своей колокольней, на башне часы. Это центральное отделение Сбербанка. Всего-то навсего. Настоящий дворец. Здесь и правление Сбербанка заседает. Столица имеет такое же название, как и сама страна Люксембург. Официальные языки в стране люксембургский, французский и немецкий. Также Люксембург вместе с Бельгией и Нидерландами входит в состав Бенилюкса. Первые упоминания о Люксембурге в письменных источниках относятся к 963 году, хотя древнейшие следы обитания людей на территории Люксембурга относятся к периоду палеолита. Статус права города Люксембург получил лишь в 1244 году. Город неоднократно переходил из рук в руки, он принадлежал Испании, входил в территориальные владения Франции, находился под управлением Габсбургской Австрии. В 1815 году Люксембург обрел независимость. Во время Первой и Второй мировых войн город был оккупирован немецкими войсками. В послевоенный период город активно развивался и в настоящее время является одним из самых дорогих в Европе. Военный мемориал
в виде гранитного обелиска со статуей женщины на вершине называют «Золотой дамой». Этот мемориал появился здесь незадолго после Первой мировой войны в память о люксембуржцах, погибших за свободу и независимость своей страны. На вершине 21-метрового гранитного обелиска стоит позолоченная статуя женщины, которая держит лавровый венок победителей, а у подножия стояли две бронзовые фигуры солдат, один из которых лежит мертвым, олицетворяя смерть во славу своей страны, другой же сидит, оплакивая соотечественника. А сейчас мы с вами посетим собор Люксембургской Богоматери. Это римско-католическая церковь и кафедральный собор города Люксембурга. Люксембургцы также называют церковь Мариендом. Здесь вот на входе в церковь висит краткая история Люксембурга. Она тут стоит на 3 языках. По-моему, это люксембургский, немецкий и английский. Если вы владеете, можете почитать, остановить, если вам интересно. В принципе, я расскажу, о чем тут написано. В 1545 по 1604 года Петр Эрнст фон Мансфельд был назначен губернатором герцогства Люксембург. Король Испании его назначил. Под его правлением Люксембург начинает превращаться в город-крепость. В 1603 году иезуиты открыли в городе свой первый колледж, ставший центром интеллектуальной жизни Люксембурга. Сегодня в бывшем колледже находится национальная библиотека, а церковь иезуитов стала приходской церковью и кафедральным собором. В 1659 году по Пиренейскому договору король Испании уступает юго-западную часть страны Франции. 1684 год Людовик XIV завоевывает Люксембург и приказывает расширить укрепления. В 1698 году Людовик XIV должен вернуть герцогство Люксембург королю Испании. В 1713 году по Утрехтскому договору герцогство Люксембург окончательно отделяется от испанских Нидерландов, становится территорией австрийских Нидерландов под управлением Габсбургов. 1794-95 года революционные французские войска вторгаются в герцогство и захватывают крепость. В 1815 году на Венском конгрессе создание Великого герцогства Люксембург как независимого государства, входящего в состав Германской конфедерации, и личную собственность короля Великого герцога Нидерландов Вильгельма I. Восточная часть бывшего герцогства с Битбургом и Санквитом переходит в состав Пруссии. В 1839 году Вильгельм I подписывает Лондонский договор. Вновь созданное королевство Бельгия получает часть Валлонии и территорию вокруг города Орлон. Великое герцогство Люксембург уменьшилось до его нынешних размеров – 2586 квадратных километров. Новые административные структуры и парламентская система способствуют возникновению национального сознания Люксембурга. В 1860-70-е годы открытие крупных месторождений железной руды приводит к быстрому развитию железной промышленности и индустриализации страны. В 1867 году Франция с Наполеоном III и Пруссия с Бисмарком хотели себе присвоить Люксембург, но Лондонская конференция объявляет Великое герцогство нейтральным государством, приказывает снести крепость в нем. Еще пару слов о соборе. На своем нынешнем месте он был построен как иезуитская церковь. Первый камень, фундамент был заложен в 1613 году. После упразднения ордена иезуитов его передали приходу города, чья старая приходская церковь пришла в упадок. А с 1870 года у церкви статус кафедрального собора Люксембурга. Чиновников.
Имя правящего люксембургского семейства Нассау. Муж француз. У нас до свидания сюда. Обязан только по-немецки. Сам обвиняемый только в языке люксембургском. Есть. Визнайте лучше пошла. Я тоже. Да, мы Настоящий истинный руководитель. нет балкона. Эта конструкция названия вот настолько сильный крепость французов поселилось большое количество беженцев. Беженцев из различных государств. Полицейская война это для жителей германских государств, самых говорящих тоже как если говорить о всех германских, только приехать из зала А этот комплекс зданий внизу с башенкой — это бывший монастырь аббатства Ноймюнстер. Сейчас там уже давно не монастырь. Переверяли в другие места. Кто-то бывал в аварии. А сейчас мы с вами идем по набережной Корниш. Ее построили испанцы и французы в 17 веке вдоль долины реки Альзет. Она проходила вдоль крепостных валов. До 1870 года на крутых участках набережной были лестницы. Их сравняли с землей только после того, как крепость была разрушена. Большую часть оборонительных башен с бойницами также пришлось убрать и открыть тем самым
вид на город и долину реки Арзет. Сегодня эта набережная служит туристическим объектом благодаря своим смотровым площадкам в форме балконов. А сейчас мы, пройдя мимо церкви Святого Михаила, зайдем в старейший пассаж в Верхнем Люксембурге. Это такой как бы переулочек, проход с одной улицы на другую. Как написано в Гогле, подписано, что это музей под открытым небом. Характеризуется так. Пять минут отсюда идти пешком до автобуса. Попасть в автобус. Сейчас куда? Ну, сюда. Угу. Ну, я не знаю, что это. Он говорит, сапоги порвались, воткнулся. Так главное выходит. Не успели. Вот такие минусы. Минусы, которые на жизнь люксембургцев не влияют. Что касается высшего образования, то у люксембургцев наоборот много льгот. Желающие учиться в вузе получают. Так можно всю жизнь учиться. Выделяют стипендии, большое количество стипендий, как правило, их хватает, выделяют банки, крупные компании.
Но если уже они выделяют стипендию, то они подготовят рабочее место для выпускника будущего. И вот наша прогулка по Люксембургу заканчивается. В этот день мы посетили еще город Трир. Очень интересный город, но об этом в другом видео. Всем здоровья, мира и добра. И до новых встреч на моем канале. Пока-пока.